марте 1884 года в Токио, прямо под окнами резиденции императора, развернулась грандиозная стройка. Зеваки думали, что правитель перестраивает свой дворец. Никто и представить не мог, что в центре страны, где еще 10 лет назад христиан казнили за их веру, возводят огромный православный собор. В народе в будущем его назовут именем его строителя, русского монаха, который сумел принести православие в страну восходящего солнца. Дом Николая. Никарай-до. Николай Японский – равноапостольный просветитель японского народа, православный труженик и миссионер в конце XIX века, поехавший в Японию в посольство, в миссию при посольстве, и открывший целую эпоху в истории Японии, в истории православной церкви. Ему удалось освоить огромный массив японской культуры, овладеть языком, литературой, всеми нюансами психологии японского народа и адекватно для них предложить евангельскую весть. Плодом его трудов явилось появление автономной православной японской церкви. Все мы прекрасно помним, что именно русские принесли нам православие. Число крещаемых, принимавших святое крещение японцев, оно составляло четырехзначные цифры. Святой Николай полюбил этот народ, они отдали ему свое сердце, потому что он отдал им его первым. За 50 лет он обратил к Христу больше 40 тысяч людей. Это, я думаю, действительно рекордная цифра. Это великан духа. Труд этот невероятный. Когда американцы устраивали ковровые бомбардировки Токио в 1945 году, в храм святителя Николая все бежали, и там под его защитой благословением скрывались. Это экстраординарное событие. Ни один другой иностранец за всю историю императорской Японии не удостаивался такой почести. Я бы хотел таким стать. Это цель. Для этого я здесь молюсь. Он не перестал быть русским, но он полностью стал японцем. Банзай. В переводе с японского дословно «живите 10 тысяч лет». По-русски мы бы сказали «да здравствует» или «многое лето». Так японцы приветствовали императоров и особо почитаемых людей, среди которых в закрытой некогда от мира стране оказался и иностранец, православный епископ из России Николай Касаткин. Все традиции, которые были при нем, сохранились по сей день, потому что все те богослужения, которые он совершал, мы совершаем. И мы почитаем святителя Николая, потому что это один из великих святителей, просветителей Японии. Я думаю, он успешно выполнил свою миссию. Японцы стали верующими. Тем поразительнее, что на родине самого святого Николая почти век память о нем только стиралась. Деревня Береза, нынешняя Тверская область. Вот он прямоугольник. Вот здесь был храм, где служил папа отца Николая, диакон Дмитрий. Где-то здесь похоронена его мама Ксения, ну и сам диакон, и его дом здесь был, да, вот это вот. Да. Ваня, так в честь крестителя Господня Иоанна назвали будущего святого Николая, родился в семье Касаткиных 1 августа 1836 года. Небольшая, всего на 5 дворов, деревня была тогда на территории Смоленской губернии и называлась Егорье на Березе. И здесь как раз граница. Вот река Береза, оберегающая от врагов, да, река Межа, это граница тоже как раз двух княжеств. Поэтому Береза – оберег. А Егорье – это в честь Георгия Победоносца. Вот тут, где теперь зарастает погост, еще с конца 17 века стояла церковь в честь Георгия. После ее перестроили и осветили в честь Вознесения Господня. Она простоит до середины 20 века. Теперь от нее остался только фундамент. В этом Вознесенском храме служил отец будущего святителя и рос сам Ваня. Храм пропал в ходе каких событий? Его сожгли большевики? В 50-е годы его разобрали полностью, даже фундамент был разобран. Для строительного материала завод строили. И здесь нужно, видимо, очевидно, когда-нибудь поставить какой-то обозначающий храм. Я хочу, знаете, как здесь сделать? Вы часовню, то есть место, где храм стоял, выделить его фундаментом и оставить именно как память о храме. И на алтарной части какой-то крест поставить. Да, совершенно верно, совершенно верно. В их семье было 4 детей. Умерший во младенчестве первенец Гавриил, дочь Ольга, Иван и младший сын Василий. В будущем он тоже станет священником и будет служить в Сызрани. Я думаю, что для верующих людей очень важной является связь молитвенная. Папа его служил у алтаря, и наверняка молитвы отца
способствовали тому, что Николай был под этим куполом и покровом. Я думаю, что здесь эта тайна молитвы о нем, тех, кто любил его, и папы, наверное, в первую очередь, она многое подсказывает и объясняет в успешности его трудов. Тем более, с самого детства Ваня видел, как трудится, разрываясь на многих послушаниях отец. Он остался вдовцом с 3 детьми на руках, когда Ване было 5 лет. К тому же в ту пору, по указу императора Николая I, у сельского духовенства появились новые обязанности – обучать население грамоте, лечить, разбираться с посевами и даже уговаривать прихожан вакцинироваться против оспы. И практически все труды по воспитанию, по взращиванию вот этих вот детей, 3, легли вот на плечи бедного диакона. Вот. Но он постарался максимально дать им и хорошее образование, и возрастить их, и в семье царила, в общем-то, такая атмосфера доброжелательности, любви. Отцу Дмитрию приходилось пешком обходить свою и соседние губернии, чтобы собрать средства на содержание прихода. У него фиксируется то, чем занимается его отец. Он служит в церкви, мальчиком он сам приходит в храм, помогает отцу в алтаре, он читает молитвы, он читает по книгам богослужебным. Береза, в которой когда-то собирались шумные ярмарки, в советское время почти вымерла. А в начале нынешнего столетия сюда направили служить священника, отца Артемия. Ему придется сделать здесь почти то же, что сделал больше века тому назад святитель Николай в Японии. Словно заново крестить эту землю. Теперь он настоятель местного храма в честь равноапостольного Николая, окормляет местный клуб восточных единоборств, собирает сведения о жизни святителя, поставил крест на месте, где стоял его родной дом. Сосуде преизливающейся любви Христовой, японские земли просветителю, святителю отче Николае, и терпеливо много лет в любую погоду, служа молебну у этого креста, отец Артемий мечтал о том, чтобы к месту рождения святого Николая потянулись паломники со всей страны. Затеяв этот фильм о святом, мы обратились к зрителям Спаса, и они собрали нужную сумму на памятник святителю. И теперь тут будет небольшой сад в японской стилистике, его имя, с его бюстом. Такая зона рекреации, такая локация такая для отдыха и для размышлений. То есть для размышления о том, что откуда берется. Как вот уроженец вот этой земли за много тысяч километров в неизвестной далекой стране, поклонявшейся дракону в те годы особенно, и нашего политического врага, кстати, как он сумел и исхитрился предоставить себя в орудие Духу Святому, чтобы Господь через него родил новую, по сути, поместную церковь. К этой работе я приступаю с молитвенным внутренним правилом. Я верующий человек. Всегда приступаю, перекрестясь. Для меня это очень важно делать. Памятник именно святителю. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный. Словно благословением от самого святого Николая на это дело стало присланное нам из Японии как раз в дни работы над этим фильмом и над памятником икона святителя. Может быть, хорошо было бы ему и в Твери лежать, но, видимо, там, где он родил церковь, там он и будет до страшного суда. Один из потомков, его первых учеников, осветил на его могилке, на его гробнице этот образ и милостно передал нам для вас. Спасибо, Господи. Ближайший отсюда город Белый. Подростком Иван Касаткин поступает в Бельское духовное училище и ходит туда пешком более 50 километров. Мы со школьниками пытались на велосипедах найти вот эту дорогу, которую Николай Японский проходил частично пешком, частично там на подводах, если его попутчики брали на подводах. К сожалению, дорога заросла полностью. На советских картах 70-х годов она еще отмечена. Когда мы пытались проехать сейчас, она заросла деревьями выше моего роста. После окончания Бельского училища Иван Касаткин поступил в Смоленскую семинарию, где стал лучшим выпускником. И ему предложили продолжить обучение в Петербургской духовной академии за казенный счет. Получив благословение отца, в 1857 году он отправился в столицу. Сам святитель не скрывал того, что, обучаясь в духовной академии, он был завсегда-то театров, каких-то вечеринок, одним из самых веселых студентов, если не самым веселым студентом в духовной академии. Более того, в ту пору в академии открываются миссионерские отделения. Посещать их можно добровольно, и Иван их игнорирует. Оценки за языки у него тоже здесь чаще средние или ниже средних. В дальнейшем становится блестящим
переводчиком, да, соответственно, знатоком не только японского, но и китайского языков, да, то есть какое начало и какое продолжение. Человек, который не посещал миссионерское отделение, становится одним из выдающихся миссионеров за всю историю Русской Православной Церкви, да, за все вот эти столетия. Человек, который был завсегдатаем всевозможных пирушек и вечеринок, становится аскетом, подвижником, образцом и неким идеалом, да, не только для миссионеров, но и для монахов, подвижников, аскетов. То есть, в этом отношении студенты не безнадежны, даже такие веселые какие-нибудь. Кстати, примерно те же характеристики были и у другого студента этой академии, тезки Ивана Касаткина, тоже будущего святого, отца Иоанна Сергиева, кронштадтского. Он окончил академию за 2 года до поступления в нее Касаткина и вспоминал после, что был едва ли не самый последний из студентов, бессловесен в классе и на экзаменах. При этом, в отличие от Касаткина, Иван Сергиев мечтал о служении миссионером в далекой стране, Китае или Америке, но Господь показал ему, что в проповеди нуждается ближайший Кронштадт. А судьбу весельчака Касаткина решило одно объявление на стене академии. В Японию требовался настоятель церкви при российском консульстве в провинциальном Хакодате. Там речь шла просто о посольском храме. Да? Предшествующий священник, вот он по состоянию здоровья попросился на покой, возвращается обратно, и вот туда нужен священник на несколько лет с тем, чтобы вот как раз окормлять сотрудников нашего посольства. Сам святитель напишет после. Подписалось несколько человек, но все хотели ехать женатыми священниками. А что, не поехать ли мне, спросил я себя. Да, нужно ехать, прозвучало в совести, только не женатым. Что-нибудь одно. Или семейство, или миссия. Да еще в такой дали и в неизвестной стране. Любому человеку нужна семья, но в обычном смысле у Николая ее не было. Его невестой стала японская церковь. Да вот такую непорочную, чистую невесту он увидел в лице японцев, которым принес евангельское благовествование. Равноапостольному святителю Николаю, архиепископу японскому, со умилением сердец. Храм 12 апостолов в Санкт-Петербургской академии. Спустя годы святой Николай будет вспоминать, как именно здесь, во время всеночной службы, к нему в сердце пришла мирная уверенность в том, что это именно его путь. Если обратиться к воспоминаниям его однокурсников, они были несколько ошарашены этим, поскольку никто не ожидал, что вот этот весельчак вдруг примет такое решение. Нужно было кардинальным образом изменить свою жизнь, а именно принять монашеский постриг. И вот, знаете, вот за один вечер взять и изменить вот все так кардинально, конечно, чудо. По-другому, конечно, других каких-то объяснений здесь, не всякого сомнения, на мой взгляд, не существует. Явным чудом стало и то, как к прошению студента отнесся ректор академии. То, что священноначалие отреагировало положительно, это тоже, в общем-то, несколько удивительно. Почему так? Откуда такое доверие? Тем более, ладно бы человек, знаете, вот все время ходил на богослужение, вел такой вот монашеский, затворнический образ жизни, там, думал о миссии, там, посещал все предметы миссионерского отделения там, и так далее. Но этого уж ничего не было. И тем не менее, вот это доверие со стороны ректора, со стороны митрополита, со стороны Святейшего Синода, тоже вызывает благоговейное удивление. 21 июня 1860 года в этом апостольском храме будущий апостол Японии принимает монашеский постриг с именем Николай. Затем его рукополагают во иеромонаха, то есть монаха-священника, и назначают настоятелем в церковь при российском консульстве в Хакодате. Постригал Ивана Дмитриевича Касаткина не кто-нибудь, а ректор, епископ Нектарий Надеждин. И вот он как раз в этом своем слове, так сказать, намекая, да, что вот святитель Николай отправляется в далекую страну. Никто же не знал, что такое Япония, да, где эта Япония находится. Вряд ли у тебя что-то там серьезное получится, да, ты побудешь там в течение 3 лет, и через вот эти 3 года, вернешься обратно. То есть вот скепсис. Иеромонах Николай, наверное, много раз потом будет вспоминать этот скепсис владыки ректора. Первые серьезные испытания на пути миссионера начнутся уже по пути в Японию. Он отправится на далекие неизвестные острова из родной деревни, заехал попрощаться с отцом и родными. Путь в 7000 километров займет
займет почти год. Проехав на перекладных через всю Россию, Николай не успеет на корабль до закрытия навигации и зазимует в Николаевске на Амуре. Тогда он был просто Николаевском. И очень скоро досада сменится изумлением от промысла Божия, потому что эта незапланированная задержка в дальневосточном портовом городе подарит ему встречу с великим миссионером той поры, архиепископом Иннокентием Вениаминовым, просветителем Камчатки, Чукотки, Алеутских, Курильских и Командорских островов, Северной Америки, Якутии, Охотского побережья, создателем алфавита алеутского языка и одним из основателей Благовещенска. Знакомство равноапостола Николая с святителем Иннокентием – это очень чудесное, можно так сказать, совпадение. Это были практически вот такие лекции по практическому миссионерству. На тот момент святитель Иннокентий – это был очень опытный деятель в области миссионерства. То есть он обладал огромным совершенно опытом. Личность была очень харизматичная. И вот этот огонь, эта благодать, харизма, она была передана вот именно от этого старца к этому юному иеромонаху. Привыкший к путевой жизни и тяжелым условиям, святитель Иннокентий купил бархат и сам сшил рясу молодому иеромонаху. Сказал, ты должен выглядеть достойно, ты будешь представлять русскую церковь. Но промысел не дает ученику оторваться от своего наставника и после окончания зимовки. Когда летом 1861 года иеромонах Николай на военном корабле «Амур» прибыл в японский порт Хакодате, скоро здесь оказался и Иннокентий. Его судно попало в бурю и причалило к японскому берегу. Они снова встретились. Он видит положение вот этого миссионера, он его поддерживает, он видит, что у него там какой-то лежит роман французский, он говорит, выбрось вообще-то все это. И начни заниматься вот именно изучением японского языка. И это, наверное, самый главный совет, который услышал будущий просветитель Японии в своей жизни. Иеромонах Николай начинает колоссальный труд по узнаванию языка, культуры и страны, в которую он приехал проповедовать. По 8 часов в день долгие годы он занимался языком сложнейшим, тяжелейшей иероглификой, 2 азбуками Китагана и Харагана. Вот, и менялись учителя. А Николай оставался неподвижен за рабочей партой и писал, читал, переводил, произносил, артикулировал. Учителя и помощники святого Николая, японцы, по природе своей умеющие концентрироваться и переносить тяжелейшие нагрузки, не выдерживали и падали в обморок от усталости. Я вот как профессиональный японовед не перестаю восхищаться его этим подвигом совершенно. Он попробовал использовать существовавшие на тот момент западные учебники японского языка, французский, например. Я потом его с негодованием отбросил, говоря, что это совершенно не работает. Самые образованные представители японской элиты не все могли похвастаться таким знанием. Конечно, ему нужно было изучать их образ мышления. Надо было знать, что они поют, когда женятся, и о чем плачут, когда хоронят покойников. Нужно было узнать их обрядовую сторону, полюбить их пищу даже, столь не похожую на то, что едим мы на наших русских равнинах. Полюбить и их одежду, и фольклор, и театр. А у них много есть чего, что нужно изучить и полюбить. Таким образом, он предпринял на себя некий подвиг такой глубокой инкультурации. Причем этот подвиг он совершал в одной из самых закрытых и враждебных к иным культурам стран мира. Более 200 лет Япония находилась в добровольной изоляции. Похожий на военную диктатуру режим сёгунов разгромил все плоды прежних христианских миссий католиков-иезуитов, которые проповедовали здесь с XVI века, и запретил любые неяпонские религии. Все контакты японцев с иноземцами жестоко ограничивались. В иностранцах здесь часто видели врагов или шпионов. Причем нам нужно отвлечься от ассоциации с современной Японией. Ни скоростных поездов, ни небоскребов, ни технологичного производства. Не было ничего. Это аграрная страна с довольно бедным населением. Своя совершенно особая культура. В своих дневниках святитель напишет: «Когда я ехал в Японию, я представлял ее как невесту, ждущую своего жениха. Приехал в Японию и увидел, что моя невеста спит и обо мне не помышляет». И вообще церкви усваивается имя невесты. В Писании песня песни осмысливается как песня любви именно Бога и церкви. Женихом называется Христос, жених церковный. И церковь – это непорочная, чистая невеста. Но позже он напишет в дневнике тяжелые строки: «Я почти близок к отчаянию. Иногда мне кажется, что японская миссия – это дело совершенно провальное». Нужно было действительно смириться под крепкую руку Божию и приготовиться к поражению. Хотя со своей стороны должен сделать все для победы. Я думаю, такие были настроения в сердце у равноапостольного Николая Касаткина. Он отправился и вошел в борьбу. И я пытаюсь передать это в скульптуре. Передать вот эту вот решительность, смелость.
На самом деле это смелый человек. Наверное, смелость самое важное. Смелость. Но даже один только внешний вид иеромонаха Николая вызывал напряжение у японцев. И это был очень высокий человек с большой головой, с покатыми плечами. Пока этого еще не видно, но это все добавится. И богатырского размера. Просто вот, богатырь, российский богатырь. Укорененные в отеческих религиях и традициях японцы чаще принимали бородатого великана в рясе за колдуна или чернокнижника. Знаете, есть такая шутка, что в Японии 126 миллионов населения, но 250 миллионов верующих, потому что они одновременно и синтоисты, и буддисты. Японский народ подготовлен конфуцианством, он воспитан, буддизмом он научен религиозности, поэтому ему не хватает Христа. Поэтому вот на этой почве он хотел проповедовать. И были, конечно, столкновения. Агрессивнее всего к иностранцам, а тем более к христианам, относились в сословии самураев. Это что-то вроде средневекового рыцарства. Воины, которых с детства растили на идеалах мужества, верности, служения, выносливости, бесстрашия, почитания старших, презрения к боли и смерти. Часть самураев была против открытия страны для иностранцев. Это движение получило название дзёи. Эти люди сторонились иностранцев или в каких-то случаях даже способствовали тому, чтобы иностранцев высылали из страны. И вот тут происходит самое поразительное. На японской земле повторяется новозаветный сюжет прихода к вере апостола Павла. Павел, пока не узнал Христа, был истовым иудеем и гонителем христиан. Так и здесь, в Японии. Один из самых непримиримых врагов всего иностранного – самурай, агрессивный японский националист и синтоистский жрец Савабе Такума становится первым христианином. В одну ночь 1865 года Такума, преподававший до этого фехтование сыну российского консула, перейдет в дом святителя Николая, чтобы убить его. Между ними произошел интересный диалог, совсем в духе дзен-буддийского диалога мастера и учителя. Николай спросил его: «За что ты меня ненавидишь?» Савабе сказал ему, что вы пришли сюда для того, чтобы отменить нашу старину и изменить наши обычаи. Николай спросил еще: «Что ты знаешь о нас?» Савабе ответил: «Ничего». Николай спросил: «А разве можно ненавидеть тех, о ком ты ничего не знаешь?» Этот вопрос был вполне в духе дзен-буддийских диалогов между мастером и учеником. Савабе помолчал, а потом сказал: «Говори». Это была первая проповедь Николая на японском языке для японца. Христиане оказались круче самураев. Самураи любят смерть и готовятся к ней. Вся эстетика их жизни – это приготовление к встрече с этой страшной незнакомкой. Христиане любят жизнь, однако не боятся смерти. Николай оказался тем глубоким человеком, который смог привести ко Христу даже не простых японцев, а рафинированных, закаленных носителей японской культуры, какими были самураи. Их встречи и разговоры будут продолжаться почти 3 года. К Савабе присоединится его друг, доктор Сакай Токурей, а потом еще 2 друзей – Урано и Судзуки. Православие еще было под запретом, но эти первые японцы начали понемногу говорить о нем остальным. Самураи были наиболее образованными людьми. Дело не в том, что Павел Савабе был человеком воинского искусства, а дело в том, что он был образованным. Вот, потому что они получали нормальное образование, которое не могли получить ни крестьяне, ни купцы, ни ремесленники. С ним можно было вообще общаться. Он обратился к представителю наиболее образованного класса своего времени, и это был удачный выбор, очень удачный. В апреле 1868 года в полной секретности чтец консульского храма Виссарион Сартер стерег двери конторы консульства. Отец Николай крестил Савабе, Сакай и Урано, дав им имена апостолов – Павел, Иоанн и Яков. Они стали первыми японцами, принявшими православие. Это произойдет только на 8-й год служения Николая в Японии. Самой главной победой Николая было приобретение местных учеников. Он приехал один, и вот когда у него появились местные люди, когда они стали его учениками и последователями, даже в малых количествах эти люди были уже большой победой. То есть пусть их будет 2 или 3, это достаточно, чтобы Христос был между ними, посреди них. С той поры жизнь Павла Савабе во многом повторит жизнь апостола Павла. Он откажется от жреческой должности и станет презираем своими бывшими прихожанами. Они будут плевать и посылать оскорбления ему вслед. Жена Павла сойдет с ума от ужаса и поруганий. В припадке безумия она даже подожжет их дом. Как и апостола Павла, Павла Савабе, его сотрудников и друзей власти арестовывали за проповедь Христа. В его жизни много там всяких было сложностей, потому что принадлежать к злодейской секте христиан в то время
60-е, 70-е годы XIX века, ну, это был вызов обществу. Вот, но Саваба на это пошел. В 1868 году режим военной диктатуры сёгуна впал. Япония стала постепенно открываться миру. Представьте, что люди того времени впервые увидели иностранцев. Стали приезжать американцы, французы, русские. При этом они приплывали в порт на невиданных огромных кораблях. Конечно же, японцы были просто поражены. В стране началась гражданская война. Многие были против вторжения иных культур, полагая, и время показало, что во многом справедливо полагая, что Япония потеряет от этого сама себя и свою идентичность. Однако для проповеди христианства на островах открывались новые возможности. Господь устроил так, что к моменту перемен в японской истории, когда на трон вернулся император и началась эпоха, прозванная эпохой Мэйдзи, просвещенным правлением, когда в страну снова хлынули миссионеры со всего мира, когда Япония начала стремительное развитие, превращаясь в большую Тихоокеанскую державу, здесь был уже заложен фундамент будущей православной церкви, и трудились ее первые апостолы. Вся эпоха Мэйдзи – это жизнь святого Николая. То есть они с императором скончались с разницей в несколько месяцев. 12-й год – это вот как раз то время, когда кончилась эта эпоха. Он был человеком этой эпохи. В 1869 году едет в Петербург с прошением основать в Японии русскую духовную миссию. Это тоже ему посоветовал владыка Иннокентий Вениаминов. Ведь все годы своей службы в Японии Николай Касаткин буквально нищенствовал. Его жалование составляло примерно 160 рублей в месяц. А, например, одни только свечи, которые привозили в Хакодате из Николаевска на Амуре, стоили 100 рублей. Их хватало на 2-3 месяца. Для широкой миссии у Николая не было ни средств, ни людей. Через 2 года он вернется в Японию уже в сане архимандрита и в должности главы учрежденной Александром II русской духовной миссии. Ее составляли 3 монаха-миссионера и причетник. Пока святитель Николай был в России, Павел Савва успел с помощью своих друзей еще привлечь некоторых людей, которые были заинтересованы православным учением. И в том числе и был мой прапрадед. Он был родом из города Сендай, из самурайского рода. И когда святитель Николай, получив благословение на учреждение миссии в Японии, он вернулся в Хакодате и там увидел и Павла Савваби, и других новых учеников, в том числе и моего прапрадеда, то он весьма и, конечно, радовался. Иеромонах Николай Оно, коренной токиец и потомственный православный священник. Его прадед Иоанн Оно, один из первых православных священников японцев, и наравне с Павлом Саввабе важный соратник святого Николая в деле русской духовной миссии. Правда, ее учреждение не сразу изменило положение отца Николая и первых японцев-христиан. Запрет на распространение христианства был снят не сразу. Новообращенные христиане-японцы преследовались, миссия вынуждена была работать полуподпольно, все в том же консульском храме Хакодате. При этом к 1872 году в Хакодате уже насчитывалось около 50 крещенных японцев. Хакодате – это все замечательно, но это Хоккайдо. Это очень далеко на севере, вот, а учитывая такой изоляционизм японцев, в общем-то, Хоккайдо и по сей день не слишком густонаселенный остров. Поэтому святой Николай давал себе отчет, что если миссионерский стан располагает, то это надо делать в столице. Столица Японии после революции Мэйдзи была перенесена в город Эдо, а сам город переименован в Токио, это значит восточная столица. Отец Николай переезжает сюда в 1872 году. В предместье Суругадай он освящает маленький домовый храм святого Николая в здании миссии и записывает, что не проходит и службы без того, чтобы не падали в обморок от тесноты и духоты. Приходящие теснятся на лестнице и в соседних комнатах. В еще более стесненных условиях поселяется в Токио сам Николай. И в его в 11-метровую квартиру, где он сам едва мог встать в полный рост, каждый день приходят по 20-30 японцев изучать закон Божий. Он повествует о том, что слушатели собирались в одной комнате, а он, как из некого святилища, вещал из другой маленькой комнатки. Вот такие были у него скромные условия бытовые. По примеру европейских миссионеров, отец Николай открыл у себя дома частную школу, библиотеку и начал учить японцев русскому языку. А в России издаются его статьи о Японии. Он буквально открывает эти острова для русских, а японцам открывает Россию. Вот именно это то, что обусловило популярность личности равноапостола Николая среди японцев, это то, что он давал хорошее образование. В
В следующем 1873 году в Японии был издан акт о веротерпимости, и проповедь Христа вышла из-под запрета. Частная школа отца Николая была преобразована в семинарию, а его русская духовная миссия тогда словно расправила крылья. Уже к 1874 году православных насчитывалось в Хакодате до 300 человек, в Токио 85. Спустя еще 5 лет, к 1879 году, при миссии в Токио было уже несколько духовных училищ: катехизаторское, женское, причетническое, школа иностранных языков. А для своего любимого детища семинарии отец Николай ввел 6-летнюю программу, в которую кроме богословских предметов, русского и китайского языков, включил еще и алгебру, геометрию, географию, иероглифику, психологию, историю философии, пение и даже гимнастику и клуб дзюдо. И многие, не только простолюдины, но и представители элиты японской, они, в общем-то, считали за честь отдать своих детей обучаться у равноапостола Николая. На Востоке в целом очень почитается личность учителя. Это не только боевое искусство, это и буддийское монашество, и живопись, и музыка. Можно даже как-то так с некой долей смелости утверждать, что он стал таким сенсеем. Он тебя учит правильно думать, жить, понимать какие-то вещи за пределами логики. Вот Николай стал сенсеем. Словно повторяя миссионерские путешествия апостолов первых веков, архимандрит Николай в 1880 и 81 году отправляется в такие же путешествия водой, рикшами или пешком по Японии, по которой прежде иностранцам было запрещено передвигаться. Ну и то, не так все это было просто. Нужно было специальное разрешение, документы. И многие исследователи говорят, что вообще святой Николай был один из немногих японцев, и, наверное, единственным русским, который объехал всю Японию в то время. У него было несколько миссионерских поездок, 9 в общей сложности. И вот как-то мне пришла в голову мысль все это закартографировать и по этим маршрутам проехаться. Вот, и я это сделал. Хакодате, Мариока, Сендай, Маэбаси, Токио, Одавара, Нагоя, Осака – это лишь те города, в православных храмах которых уже в пору святого Николая постоянно находился священник. А общины православных росли в Киото, Нагасаки, Хэго, Йокогаме, по всей Японии. Пейзажи тоже те же самые, которые видел святой Николай, поэтому, когда я по этим маршрутам проезжал, то, конечно, наверное, я вот, ну, не то что себя сопоставлял с святым Николаем, но ощущал вот тот воздух, который дышал. Он весь растворился вот в этой своей миссии и вот в этой новой семье, для чего, конечно, нужно иметь очень глубокую душу, простому человеку это не под силу. В те годы отец Николай запишет: православная миссия, всего 8 лет существующая, при 2 за это время существующих миссионерах, без всяких определенных материальных средств, числом христиан уже вдвое сильнее, чем католическая, и все протестантские миссии вместе взятые. Вообще дневники Николая наполнены его полемикой, и иногда очень жесткой, с инославными, особенно протестантами. Он видит огромные ресурсы, человеческие и финансовые, которые те бросают на проповедь, но видит и ее ненадежные плоды. На весь мир накидывает свои сети протестанства. Но вот беда, сети гнилые, поймается рыба, а потом вон. В Японии это очень сказывается. После удачного урока, а уроки бывают удачные, неудачные, это хорошо учителя знают. Вот когда был удачный урок, вошло в учеников все, что он хотел сказать, он прям в припрыжку бежал по коридору школы и говорил, что не для того приходил Христос, чтобы истина Евангелия и истина церковная омрачилась добавками католиков и изъятиями протестантов. То есть люди много намешали своего, человеческого. А нужно, чтобы была чистая, радикальная, это правильная, истина Божия, церковь отеческая, церковь апостольская. Вот он сделал это. Он принес японцам единственно верную версию христианства. Только в эти же годы святитель все чаще с горечью пишет о том, что из России миссионеры не хотят приезжать в Японию. А если едут, то ненадолго и рвутся обратно на родину. Он всю жизнь ждал соратника и помощника. И дождался его только в 1908 году с приездом владыки Сергия. Он уже как бы, ну, даже не то что отчаялся, но, конечно, видимо, вот такое чувство его посещало, что, ну, вот никто не желает ехать с чистым намерением потрудиться всю жизнь в Японии. Вот не просто диссертацию написать, или не просто получить какой-то опыт, книжку издать и уехать. Вот. Он ждал не туристов, а соратников. Сам святитель на родину за все годы служения в Японии приехал лишь дважды. Последний раз зимой 1879 года. Он ехал снова за сбором пожертвований, теперь на кафедральный собор в Токио. Прежний храм был невыносимо тесен для растущей токийской церкви. Он проехал тогда главные города страны – Москва, Киев, Одесса, Новгород. Словно прощался с родиной, которую на самом деле горячо любил и которую, хотя едва ли тогда догадывался об этом,
больше не увидит. То он в письме, которое отправляет впереди себя, да, вот он и пишет о том, что вот миссия нуждается в материальных средствах, и здесь катастрофически не хватает. Вот. Ну и дальше следует примерно такой пассаж о том, что, значит, вот я вот сейчас к вам приеду и от вас не уйду. Вот пока вы не дадите, не пожертвуете, не укажете адреса, по которым я могу пройтись и собрать вот эти необходимые пожертвования. Да? И когда вот читаешь вот этот текст, который пишет там какой-то, пусть и молодой, но тем не менее там, да, ученый-монах, диву даешься. Вот этому дерзновению. Небольшой московский храм Вознесения, прозванный Малым Вознесением, на Большой Никитской улице. В этот свой приезд святитель наверняка служил и в нем, потому что с 1870 года этот храм сделался центром сбора пожертвований в пользу молодой японской церкви. Память о святителе здесь живет и в его удивительном образе. И здесь иконописец выполнил клейма жития, которые изображают очень важные события в жизни равноапостола Николая. Вот, например, обратите внимание на то, как изображается призвание равноапостола Николая, поворотный момент в его жизни. Да? Он в виде голубя, Дух Святой сходит и укрепляет его сердце для служения делу миссии в стране восходящего солнца. А вот клеймо поставления отца Николая в епископа. Это произошло в марте 1880 года в Александро-Невской лавре. Так была учреждена первая епископская кафедра Японской православной церкви. По возвращении в Японию владыка Николай разворачивает большое строительство на купленном участке в самом центре Токио. За 7 лет здесь вырастает огромный собор Воскресения Христова. Конечно, некоторые японцы критиковали. Внимание привлек проект колокольни. Оказалось, что с нее будет виден императорский дворец. Очень хорошо виден, как на ладони. Возникли вопросы, а не шпионы ли тут? А разве это прилично? Но авторитет епископа Николая гасил все эти кривотолки. Высочайшее уважение и доверие к владыке самого императора Мэйдзи выразилось и в страшных событиях весны 1891 года. За несколько дней до освящения собора в городке Оцу было совершено покушение на наследника русского престола цесаревич Николай Александрович. Фанатик полицейский сделал с ним то, что когда-то самурай Савабе Такума хотел сделать с монахом Николаем. Несколько раз ударил по голове царевича саблей, рана была очень серьезная, а международный скандал еще серьезнее. Император Мэйдзи лично поехал к наследнику русского престола, но прежде попросил прибыть к нему епископа Николая. Так встретились два святых Николая. Не у престола собора, на освящении которого цесаревич намеревался быть, а у одра болезни, где Николая Александровича перевязывали раны, а позже владыка Николай был переводчиком между ним и императором Мэйдзи. Именно святитель Николай принимал самое деятельное участие в урегулировании исчерпания этого конфликта. Спустя несколько дней после спешного отбытия наследника из Японии собор Воскресения Христова освящали 19 японских священников, а на торжественной службе молились 4000 японских христиан. Задолго до Николая до на месте этой возвышенности стоял маяк, а теперь русские моряки узнавали в очертаниях храма образ морского собора святого Николая в Кронштадте. Грандиозный храм стал, да и остается, воплощением в камне чуда рождения японской церкви и ее стремительного роста. Вот представьте себе, в 80-е, 90-е годы 19 века в течение года число крещаемых, принимавших святое крещение японцев, оно составляло четырехзначные цифры, как правило. Храм переживет и драматичную историю японского православия в 20 веке. Сперва революция оборвет связи японской паствы с матерью русской церкви. Грозным предупреждением о еще больших потрясениях станет и землетрясение в 1923 году, когда колокольня обрушится на храм, а сам он почти весь выгорит в пожаре. Храм восстановят, но спустя 2 десятилетия он снова чудом выживет в бомбежках Второй мировой войны. Один мой коллега, японец, довольно пожилой, когда что-то случайно в разговоре я затронул имя святителя Николая, его храм, он сказал, а я вот крестник святителя Николая. Я остался жив благодаря ему. Вернее, я родился благодаря ему, в каком-то смысле. Он говорит, мои родители выжили благодаря этому храму. Когда американцы устраивали ковровые бомбардировки Токио, в 1945 году, от которых погибло больше людей, чем в Нагасаки и Хиросиме, в храм святителя Николая все бежали, и там под его защитой и благословением скрывались. И мои родители, у них многие родственники погибли, а они спаслись благодаря тому, что вовремя скрылись на территории этого храма, и я появился на свет вскоре после войны. Полностью соберем
Да, поправить ее, подрубить, там может где-то это, подточить чуть-чуть. Ну, это все будет. Последний великий памятник святому Николаю – это созданные им тома переводов на японский язык богослужений, части Библии и огромного числа священных книг. О нем рассказывают, что у него был сильный очень акцент северный, но он говорил очень свободно и легко. Слушая святого Николая, люди поражались, что он говорит не какими-то шаблонными фразами, а он дает какие-то неожиданные примеры, какие-то очень искусные риторические обороты речи использует. Он мог уже работать именно над созданием новых терминов. Например, слово «Богородица» «Шошинджо», «Дева, родившая Бога». Этого слова нет в словаре японского языка. Святой Николай думал о том, что постепенно они войдут в язык. По мере распространения церкви по территории Японии, по мере вхождения больших масс людей, эти слова станут уже обычными. 30 лет подряд каждый день ровно в 6 вечера в келью к отцу Николаю уходил помощник Павел Накаи и начинал писать под его диктовку до поздней ночи. В 1903 году он писал в отчете Святейшему Синоду: «Я, 69-летний старик, доживаю последнее время жизни, посвящая его главным образом переводу священных богослужебных книг. Он перевел весь Новый Завет, Псалтирь и еще некоторые части Ветхого Завета, создал словарь богослужебного языка. Делом перевода равноапостольный Николай занимался до конца своих дней». Честно говоря, это 10, наверное, 20 человекам было бы уже за глаза. Он делал это все один. Поэтому это, как его назвал профессор Киноски Накамура, это великан духа. Труд этот, он невероятный. Это потрясающая работоспособность. Сохранились книги, переведенные очень достоверным языком, и мы до сих пор ими пользуемся. Мы очень гордимся тем, что нам удалось сохранить и передать эти переводы еще со времен эпохи Мэйдзи. Я думаю, они очень важны, ведь через них передается дух самого святого Николая, его духовность. В январе 1904 года японские корабли напали на первую Тихоокеанскую эскадру русского флота. Начавшаяся русско-японская война стала для святителя Николая трагедией и, наверное, самым большим испытанием в жизни. Всего православных христиан в тот момент в Японии было более 20 тысяч, более десятка священников, порядка столько же деканов, больше 100 катехизаторов. Конечно, начало военных действий было значительным потрясением для этой молодой церкви. Все ждали того, что православие в Японии прекратит свое существование. Российские посольства и консульства опустели. Русских на островах почти не осталось. Эвакуироваться предложили и владыке Николаю, но он отказался. Не мог оставить паству. Люди потеряли почву под ногами. Враги России радовались, как дети, а любящие Россию сходили с ума от отчаяния. А ему нужно было жить в стране, которая воевала с Россией, победно воевала. В заключительной части указа Святейшего Синода, в общем-то, разрешается, святителю Николаю остаться на территории Японии. Более того, в указе говорится о том, что мы будем молиться. Это, знаете, я много проработал указов Святейшего Синода. Это первый и последний указ, где в пункте «приказали» написано о необходимости молиться, в данном случае за святителя Николая, учитывая те условия, в которых он оказался. То есть, в общем-то, ситуация была нестандартной. С началом боевых действий владыка Николай направил окружное письмо во все приходы японской церкви, в котором благословлял японцев-христиан выполнить священный долг защиты своего Отечества и христианский долг молитвы за него, но добавил, что воевать с врагами не значит ненавидеть их, а только защищать свое Отечество. Сам же владыка отошел от общественного богослужения, не мог в эти дни возносить молитвы о здравии японского императора и победе Японии. Вообще родину любят больше те, кто ее теряет, вынужденно или добровольно. Человек, находящийся за пределами своей родной земли, он видит ее лучше, большое видится на расстоянии, переживает о ней больше и понимает происходящее в ней гораздо точнее, чем понимают погруженные в историческую действительность. Николай очень любил Россию. Сам молился келейно о победе русского оружия. При этом дневники Николая сохранили его беспощадные и даже жесткие слова о духовных причинах, постигших его Отечество бед. Слова эти актуальны всегда, а в пору потрясений особенно. Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы, наказывает Бог Россию, то есть отступил от нее, потому что она отступила от него. Гнилой труп она по нравственности. В грязного скота почти вся превратилась. Не только над патриотизмом, но над всяким напоминанием о нем издевается.
Бичуется ныне Россия, опозорена, бесславлена, ограблена. Но разве же это отрезвляет ее? Сатанинский хохот радости этому из конца в конец раздается по ней. Драматичная история Порт-Артурской иконы Божией Матери, созданной в эти годы по откровению самой Богородицы, но так и не дошедшей до фронта, ее то теряли, то забывали о ней, то было не до нее, а когда вспомнили, то Порт-Артур уже был сдан врагу, лишь подтверждает тот беспощадный духовный диагноз, поставленный святым Николаем тогдашней России. Иногда даже вот смущает, ну как святой может такие вещи писать, такие там эпитеты отпускать в адрес тех или иных лиц. Равноапостол Николай, он был такой человек, на самом деле, ну, может быть, кто-то бы сказал, что у него был сложный характер. В годы войны многие японцы видели в нем русского шпиона, а русские осуждали за отказ вернуться и считали агентом врага. Всю деловую корреспонденцию святитель отправлял незапечатанной, показывая, что ему нечего скрывать. 70 с лишним тысяч наших военнопленных оказались на японской территории. И он создал специальное общество окормления этих людей и помощи им. Это, собственно, немощные, многие раненые, но и несущие на себе тяжесть поражения. Он направлял священников в лагеря русских военнопленных, специально хорошо знающих русский язык. И вот японцы служили там. Это японские священники, которые вот обучались в Киевской духовной семинарии в свое время. Они по-русски хорошо говорили. Поэтому я думаю, что вот это вот была главная цель – поддерживать духовно наших военнопленных. И это был такой подвиг тоже, потому что для японца поехать в лагерь – это тоже было непросто, наверное. Кстати, японцы были очень поражены набожностью русских воинов. Японские священники, ухаживавшие за нашими ранеными и пленными, они были поражены. Это было такое первое столкновение с Русью вообще. До тех пор они знали только Николая. Теперь они увидели много-много простых крестьян в военной форме, которые вот удивили их терпением, смирением, молитвенностью, набожностью. И они получали духовную помощь в этом немощном состоянии от Николая. Потому еще святителя Николая считают своим покровителем и многие военные. На Донбасской передовой в 2023 году бойцы создадут батальон имени святого Николая Японского. 26 марта 1906 года епископ Николай был возведен в сан архиепископа, а за подвижнический труд во время войны награжден орденом святого Александра Невского. Вместе с орденом святителю передали записку от царя Николая. «Вы по завету Христову не оставили веренного вам стада, и благодать любви и веры дала вам силу выдержать огненные испытания брани, и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву, созданный вашими трудами церкви». После того, как мы оденем его в медь, потом сделаем каркас. Только отформуем руки и голову, лик и по ноге. Своим покровителем Николая считают и многие спортсмены. Его имя носят спортивные школы, а под Москвой уже много лет проходит патриарший фестиваль единоборств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Все дело в том, что во многом ему мы обязаны появлением прославленной русской борьбы. Одним из его учеников в токийской семинарии стал основатель самбо, как спортивного, так и боевого. Сначала называлась «Борьба в одежде», на контрасте с греко-римской борьбой, где борются в трико. Василий Ощепков, сын каторжанки и каторжанина с того самого Сахалина. Этот парень, полностью осиротев, попал по протекции в семинарию токийскую, где ученики и подьяконы, семинаристы Николая получали благословенное изучение дзюдо, джиу-джитсу, кэмпо и других боевых этих вещей для проникновения в культуру Японии. Вася Ощепков получил возможность в 1911 году вступить в знаменитый клуб «Кодокан», главную кузницу мастеров дзюдо, и в 1913 году там был удостоен мастерской степени первого мастерского разряда. И в 1913 году он возвращался уже в Россию квалифицированным дзюдоистом и человеком, который горел желанием распространить дзюдо в России. Василий Ощепков в японскую философию дзюдо добавил русские приемы. Получился совсем новый вид борьбы, впоследствии названный самбо. Святитель Николай Японский является покровителем нашего вида спорта самбо. У нас и президент, он поддерживает все виды спорта, в том числе и восточное единоборство. И самбо является не только видом спорта, но еще и имеет духовную составляющую. То есть она учит не обижать слабых, защищать тех, кто попал в беду, воспитывает характер, делает из них настоящих бойцов, настоящих людей.
На первый взгляд между боевыми искусствами и христианством ничего общего нет. Но это только на первый взгляд. На самом деле апостол Павел, живя в эллинистическом мире, использовал спортивно-боевую терминологию в своих речах. Он говорил: «Я бью, и не воздух, а бью, попадаю в цель». И говорил: «Бегите, чтобы никто не забрал венца вашего». Там в плечи положим вот пенку, кислотой азотной вычистим весь, он будет блестеть как золото, а потом возьмем мелкий песок и будем его натирать. Он получится такой с оттенком металла. В июле 1911 года в Японии торжественно отмечали 50-летие служения архиепископа Николая. На торжества съехались священники и катехизаторы со всей Японии. 75-летний старец с утра до ночи принимал гостей и выслушивал их рассказы о состоянии приходов, давал советы. Переутомление тех дней обострило сердечную астму, и состояние владыки стало стремительно ухудшаться. В январе 12 года его госпитализировали, но вопреки уговорам врачей он вернулся в келью работать. За работой, с пером в руках, он и отойдет ко Господу 16 по старому стилю 3 февраля 1912 года. Причиной смерти врачи назовут паралич сердца. Более 20 лет настоятель храма святого Николая Японского на его родине, в селе Береза, молился о том, чтобы на месте дома святителя встал памятник ему. Но и представить не мог, что на этот памятник пожертвует средства вся Россия, как когда-то вся Россия собрала деньги на кафедральный собор в Токио, и что на открытие памятника соберутся все руководители области и многие гости из столицы. Есть формула, которую он оставил на все века для всех христиан. Если ты хочешь говорить о Боге, ты вначале полюби этого человека. Потом сделай так, чтобы он тебя полюбил. А после этого говори о христианстве. Так, спустя больше века после смерти святителя ему и на его родной земле начинают оказывать почести, сопоставимые с теми, какие ему оказывали на его второй родине – в Японии. Токийское кладбище Янака – место погребения выдающихся японцев. Святой Николай заслужил чрезвычайно большое доверие правительства Мэйдзи, японского правительства. Можно полагать, что именно поэтому он захоронен здесь. В день памяти Николая сюда приходят верующие, и православные из-за рубежа часто приезжают, чтобы посетить могилу святого Николая. Проститься с Николаем прибыли послы разных стран, японские министры, но верхом почета было то, что огромный венок из живых цветов с надписью «Высочайший дар» прислал император Мэйдзи. Это экстраординарное событие. Ни один другой иностранец за всю историю императорской Японии не удостаивался такой почести. Православная часть Японии большой скорбью прощалась с своим святителем. Было полно людей, больше 30 священников и несколько диаконов. И преемник Николая Японского, епископ Сергий Тихомиров, совершал это отпевание святителя. Он уходил в вечность, оставляя на японской земле, где до того не знали православия вовсе, почти 33 тысячи верующих мирян, 265 церквей, 41 священника, 6 диаконов, 15 хоровых регентов, 121 катехизатора. А основанная святителем Николаем церковь стала выходить за пределы японского архипелага и проповедовать Христа на Тайване и в Корее. За 50 лет он обратил к Христу больше 40 тысяч людей. Это, я думаю, действительно рекордные цифры. Но к нынешней поре японская церковь не сумела превысить или хотя бы сохранить этот рекорд. По статистике, которая проводилась в 1900 году, было процентное соотношение 20% из всех христиан Японии – это православные. Потом были очень серьезные потрясения. Это и революция, это и великое землетрясение Канто, и гонения на церковь перед войной,
Военная разруха, худо-бедно сейчас 9 тысяч человек православных. При святом Николае было около 200 приходов. Сейчас их около 60. Новых приходов создано не было нигде. То есть японцы используют то, что уже построено. Так, кажется, становится понятно, что святой Николай создавал еще и огромный задел на будущие испытания XX века. Поэтому японская церковь, несмотря на численные умаления, тем не менее существует. И когда вы бываете в Японии, вы чувствуете, насколько жива связь японских верующих со своим основателем. В каждом приходе, в каждой семье всегда еще есть люди, которые с радостью вспоминают, что их родители, прадедушки, прабабушки были крещены равноапостольным Николаем. Нам всем сегодня очень нужен святой Николай. Нам нужен, вот знаете, вот на этот памятник, если на него посмотреть, вот он благословляет, так как бы делает шаг вперед. Он снова приходит крестить свою родную землю, потому что сегодня с нами со всеми, в каком-то смысле, надо сделать то же, что он сделал когда-то с японцами. После всего того, что мы пережили в минувшем столетии, нас снова надо крестить, светить. Нам всем нужен святитель Николай. Вы знаете, я был крещен в детстве. С рождения родители водили меня в церковь. Так я и узнал об этом храме. Вот так все сложилось. В церковь я прихожу, чтобы вновь осознать, что я верующий. Я сам по своей воле стремлюсь приблизиться к Богу. Ведь если не изменюсь я сам, не изменится и мир вокруг меня. Путь, встав на который я должен измениться, уже давно указал Иисус Христос. Святого Николая Японского причислили к лику святых 10 апреля 1970 года. В том же году основанная святителем Николаем Японская православная церковь получила автономию, но навсегда осталась духовной преемницей Русской православной церкви. Здесь ее продолжают называть Церковью-матерью. Русское православие – удивительная вещь. Не так много было последователей в Японии, всего несколько сотен тысяч. Но традиция продолжается, и дальше будем продолжать. Для нас, японских православных, русская церковь – это старшая сестра. Все мы прекрасно помним, что именно русские принесли нам православие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый равноапостольный Отче наш Николай, моли Но главная победа святого Николая Касаткина, наверное, в том, что все свои победы он за свои не считал, а говорил: разве есть какая-нибудь заслуга у сахи, которую крестьянин вспахал в поле? Разве может она хвалиться? Глядите-ка, православные, что я наделал. Роль наша не выше сахи. Вот крестьянин попахал, саха износилась. Он ее бросил. Износился и я, и меня бросил. Новая саха начнет пахать. Так смотрите же, пашите. Честно пашите, неустанно пашите. Пусть дело Божие растет. А все-таки приятно, что именно тобой Бог пахал. Значит, и ты не заржавел, значит, заработай на Божьей ниве, и твоя душа несколько очистилась. За сие будем всегда Бога благодарить.